Ну, что тут комментировать? Это аномальная ситуация, 1 на миллиард, наверное. Жесть. Это, конечно, жесть. Это вытирание. И даже линию сейчас многие играют, нечестным образом. Опа, пошел урон. Первый. Нравится прям с молда героя отбивать? Да, это база на самом деле. Прям, это дофамин прям вот этот. Не, лучше, конечно, с молда начинать. О, Рэмпэдж это всегда круто. Сильный момент, сильный. Файты от мидеров. И подметим все, что не смогли подметить вы, а все, что не подметили мы, подметите вы в комментариях. А ты когда начал на миде играть? 2021. Ну там реально повезло. Повезло. Да я не знаю, мне всегда не везло, как будто бы. Я вот на миде, помню, бежал, вот всех звал с собой вышку бить, за которую 200 голды, дай бог, на всю тиму дает. А в это время в лесу можно было 4 компа стакнуть самому, а если каким-нибудь бэтрайдером прорубить леса, там можно было 8 кемпов стакнуть за раз. 8. И голды экспы немерено было. А я знаешь, что делал? Я 200 голды пытался с вышки заработать. А кто-то качался. Не повезло, Сергей. А потом занерфили это. Не повезло. Но в миде долго было качаться. Вот как ты вообще можешь прокомментировать то, что раньше все кемпы как будто бы строились вокруг мида, а сейчас все кемпы как будто бы вот максимально далеко от мида? Как вообще прокомментируешь то, что сейчас только на КТ можно 2 кемпа стакнуть? Положительно? По файту я люблю, поэтому да, любишь подраться? Крипчиков лень бить. Прям лень? Да. А на ком выигрываешь? На темплатке. Ну, файтишься? Ну да, с блинком. Дерешься. Ну а блинк на киллах? Конечно. Через молот макш? Конечно. И фейзы? Да, как в финале. Да. Ну это просто что? Ну что тут комментировать? Это аномальная ситуация 1 на миллион. А именно 1 на миллиард, наверное. Потому что что-то реально произошло до... Ну это прям вот, ну... Я беру свой сон назад. Это самый обычный момент. Согласен. В каждой игре такая. Не, ну пак переиграл его, что? Не, ну это правда переиграл. Нет, тут переигран, правда переигран. У тебя есть возможность дать Динай крипу, потому что ты не за 3 экрана ушел от Диная, а тут. И ты можешь бить героя, а ему надо кинуть орб через себя вот как-то так, чтобы крипа добить. А ты блинк уже туда на орб. А он может даже и забыл, что ты блинк качнул. Ну, всякое же бывает, да? Ну, кто качнет блинк на первом? Ну, короче, Квапа не доиграла. Топ-2 мидер по версии Сквадикса, в моем представлении, здесь совсем не доиграл. И наверняка он тоже после игры сказал, что я могу сделать, у меня блин качан. Ну, типа слабый майндсет, очевидно слабый майндсет. Но тут просто плохой использовал скилл. Если качаешь скилл, будь добр, нажми его классно. Это не классное нажатие. Но ситуация прям реально уникальная. Единственное, как я могу оправдать, то, что действительно 1 на миллион. Когда я на миде играл, не знаю, за своими конкурентами прямыми смотрел, но не то, что прям вдохновлялся, восхищался. Наверное, что тогда, по мете Яфец был, наверное. Вот, там был видос бомбезный, смотрел, Яфец, Perfect is shit. Видос так называется, это не я придумал. Он на кайлы, когда на SF сажал. Вот этот видос до дыр засмотрен был. КПК, Нуван, Лимб. Так больше не вспомню. Вам попадаться Сомус. Лайнеров, да. Ну да. По базе. Blast off lands, but 33. Somebody dead. Where's that shredder? Comes through. And to back them. Ну, кого-то не доставал. Ну да, не видел, наверное, объективно. Хороший момент. Видел Тейчса, как спас из-под печенькой? Да. Не растерялся, понял, что... это по моей версии просто вот как контролить бабку с рапирой на 60 минут. Блэдмелом, думаю, Сергей. А если она перестанет бить? То ты просто в карапасе пробегал, просто так? Вообще никак не законтрить объективно. А прыгнуть как-то убить? Не? Не вариант. Она тоже не дебил, она топ-1 по версии Сергея. Да, но если второй спел уже выкинул на сейф Тейчс. К примеру. Но он в инвизе бегает. А если из инвиза уже ушел? Не, он не ошибется. Ну ладно, он может не... Это правда, он может не ошибиться. Нам нужен следующий хайлайт. Это прям разобрано. На кэри играл, было чутка. А ты ж сказал, что не играл. На 6000 ПТС было, а потом лень стало. Так а что ж ты вначале не сказал, что играл? Это не считается. Или ты вопроса ждал?
Ну, это не считается, Сергей. В смысле не считается? Ну, Ну, а так. какие керри у тебя тогда в пуле были? Террорблейд самый потный через барабаны. А я вот видел недавно, ты играл в ММА на Террорблейде. Да, Тебя понравилось? снесли. Понравился? Быстро снесли. Ну, там с мидером не повезло. Просто разучился, наверное, крипов. Да? Не, я хорошо бил. Файтился. Я хорошо бил с вами. Но нравится файтиться. Да. Ну, на Террорблейде можно пофайтиться. Не часто, но можно. Ну, и с крипами пофайтиться в основном, а не с героями. Но это тоже, борьба со зверьми, это тоже важно. А я, кстати, я в оффлейне играл, и на керри играл, и на сапе играл. Я везде играл, на самом деле. Вот до мида даже я уже успел поиграть и на... Блин, там тогда еще времена такие были, на самом деле, где ролей толком не было, и ты мог реально, в зависимости от героя, просто, которым тебе нравится играть, и на спорте играть. Поэтому я вообще в темные времена играл. Арена такая, да? Прям много героев задела. The GA's already out, they've got the black hole. GH falls though, he's back inside the Wukong. 3 dead on this one. OG just beating them down one by one. The buybacks will come out from both Kuro and Miracle. But both GH and Mind Control are gone with... Пока Нет, что-то будет, да, что-то будет. Так нет, уже, мне кажется, было. Или ты думаешь, с палки прям? Сейчас всех? задолжит стенчик. Past the racks, on top of Miracle, tossing him back into the boundless. Triple kill for Thompson. Wow. As OG, this entire game has been a highlight reel for them. We are yet something. Жесть. Это, конечно, жесть. Это вытирание. Ну, здесь убили прям 5 героев подряд, я так понимаю, да? Ну, вот прям... Ну, будем честны. Вся команда молодцы. Хоть Топсон номинальный и Beyond Good Like, тут все прям очень молодцы. И они прям очень классно на бабках этот тимфайт взяли. Но Ну, помню, это конечно, 2018. Ну, я на макаке не профессионал, конечно, но... Что-то похожее бы сделал? Да. А 2018? Ну, вот объективно оценивая свой уровень игры в тот год. Сложновато было бы. И могли заметить что-то. Зато Rampage. Ничего. Планета быстро убить разгон, моментально остановить Phantom Embrace. Все, 2 удара сверху, но Луна подтягивается. Можно быстро FNB Илюха? убить, не будет Илюх? кривов. Опасно. Драть? Планет все Илюх, еще жив. придешь Сейчас драку? могли с ним разобраться. Илюх? Широ разгонил, Опа, пошел Фрешер, урон, еще пошел разгон. урон, Еще пошел. раз атаку, Первый, не дают первый. ничего. Ща. Успевает, может, атаку. Смолда красиво. Но недостаточно много. Что Илюх думал в этот момент? У него нет. Планет вернулся. Неужели второго убью, да? Я думал, тут International уже выдали. Ну, Серега не хватило. Тут вот как Феррари пытался, да, я вижу? Сайблейдами. Что там было еще? Ну, видишь, обкрепал в Сайблейд, как Феррари. Но знаешь, в чем проблема твоя? Без собаки. Без фризов. С фризами легче энгл найти. Не, ну вообще класс. Я смотрел, глазам не верил. Думал, вот прям, да. То, чего не хватало на этот момент. Вот прям тяжело шла группа. И прям первую игру взяли темпларкой. И во второй игре взяли темпларку. И прям вот темпларка сделала вот больше, чем ожидалось. А нравится прям, извиняюсь, нравится прям с молда героя добивать? Да, Прям ну, мне- это база на самом деле. Прям, ну это дофамин прям вот этот. Не, ну лучше, конечно, с молда начинать. Вот он Да, побольше будет. но приятнее с молда прям добить. Ты прям чувствуешь, что... Анимация прям, да. Это хорошая макроигра от нас. Мы понимаем, что ты можешь тэпнуться, и поэтому двигаемся. Чувака разнести пытается, дальше уже как пойдет. Если не идет, значит, ну, проиграли, походу. Скорее всего. То есть такой-то, оказывается, ну, немногоплановый. Да, в миде сейчас рабы играют, на самом деле. Ну, реально, вот тут весь дофамин убрали. Реально, рядом никаких нейтральных крипов нет. Инши убрали. Вот помнишь, инши были рядом с мидом? Не так давно. 2 иншей было, 1 с мидом рядом. Бывало. Перенесли. Сначала убрали, а потом перенесли. Все от мидеров убрали. Весь дофамин. При этом, ну, реально бегаешь рабом. Я понимаю. Я бы не играл бы на миде сейчас. Это ж мидеров, значит, что, заводить пилит? Какой пак? Или, может, реально пак. Не, кстати, тут пак реально дозасывает. Может, пак, реально пак. Смотри, пошел. На самом деле, как не показывай хайлайт, наверняка хайлайт туда хака будет. Даже если речь о мидерах. Блин, ну классно, Rampage всегда класс. Я думаю, что все, кто делает Rampage, все молодцы.
Да? На инте особенно. Прям не просто Не, делать реально Rampage. эмоции. Там вот прям вот как будто все борются за свою жизнь. Вот прям как будто не в компьютерные игры играют. Прям на серьезке. И что можно сказать? Ну, ему очень помогали, будем честны. Но Rampage это всегда круто. Потому что тебе же тоже помогали, когда ты Rampage делал первый. На International. Да и вообще, наверное. Всем помогали, да. Ну, это правда, кстати, да. Dota командная игра. Тут каждый Rampage это заслуга всей команды. И аппарат будет прям вообще в тему, да, в тему залетел. Чтобы банкетник не смог использовать способность свою к регенерации здоровья. Ну, Лада лучше получается, потому что 2 турнира выиграл самых больших. Все так. Все так, че. Не, ну это правда. Ну, потом CC4. Почему? Потому что... 3 турнира выиграл, потому что вот и... Ну, то есть по результатам смотришь. Ну да, получается так. В моем представлении есть разного типа игроки на миде. Есть более лейн-ориентированные, есть более по карте, что ли. Не знаю. Не то, чтобы все не понимают, как карту играть. И не то, чтобы любой из мидеров, на который играет на высоком уровне, не понимает, как линию ставить. Просто люди на разных вещах фокусируются. И даже линию сейчас многие играют нечестным образом, наверное, так можно назвать. Там крипов выводят, сводят. ПВЕ проверки делают. Лично мне всегда импонируют высокомеханические мидеры, которые ставят упор на лейнинг. Потому что в моем представлении, наверное, ГПК сейчас лучше. Ну, хоть результаты, понятное дело, показывают обратное, но это все же командная игра. Так что, наверное, мой фаворит был бы он. Давай посмотрим. Ну, о героях, которых ты не знаешь, как скиллы работают. Давай посмотрим. Не, ну и правый, да? Не, ну 5-й левел на 4-й. Ну, он убил уже 1-1. Ну да, возможно. Ну, смерть точно есть, ассист есть. Going for it again with the arrow. And he's got him. Another time, 2 times. Не, ну тут, конечно, да, тут прям сразу видно. Человек играл в прошлом в доту, знает, как работают механики у Мираны, дал лип-стрелу. Ну, классно сыграл, да, не растерялся. 78 хп. Это же, ну, удар тауэра, да, ну, предположим, вот тауэр бы подвинули, и все, нету котик. А так, не побоялся. Не побоялся и убил. Сильный момент, сильный. Да, сильный. Magic resistance that does help out. Ну, давай. Сейчас вот будет. Я прям постараюсь сейчас разглядеть. Вот, Сергей. Almost survived that one, but the jump forward, Chrono now onto two. Что, увидел? Да, ну класс. Квиккасты, да, подключил, Ну да, чтобы быстрее конечно. стан кидать. Ну, у меня это круто, на самом деле. Что чувствуешь рейндж АУЕ, что прям знал. Не, ну это молодец, это реакция. Вот это причина, почему ты вот на сцене ты. Вот, прям вот ты там был, на сцене, и ты заслужил это. Потому что вот такие станы, кто, если не ты? Я бы, на самом деле, ну, для меня, знаешь, типа, я вот это смотрю, я же даже хайлайты не видел, потому что я уже привык к хорошему. Я прям вот знаю, что, типа, Илюха точно даст свой стан. Вот если бы ты не кинул, я бы такой, да, это не Илья, это какой-то класс. И, ну, вот, и очень быстрое решение на базу. Проверил свои ресурсы, понял, что драка выиграна, побыстрее, чтобы покалить сыграть. Вообще класс. Реплей смотреть, миллион пабликов играть и на мете играть. А без тампарки можно винрейт повысить? Да, на мете играть. Ну, а что такое мет? Потому что... Вот сейчас, что мет? На Эмбере. Отличный мет. Ну, прям вот то, что не хватало, да, на Эмберу. Вот ты, наверное, когда играл, думал, вот бы сейчас Чейнбот 3. Вот он много поменяет. Потому что мипарей сколько на... Каком уровне 3-й мипаре? На 12 или на 11, думаю. Ну, вот как будто тоже упущение, что вот мип, мне кажется, сильный и плохо, что ты не знаешь, когда мипарь 3. Но, наверное, вот Чейн 3 как раз-таки для мипаря. Да. Ну, прям на Эмбере думаешь. Прям вот очень сильный герой сейчас. Ну ладно, Я ничего себе так не думаю. Твое право. Игнорируй дальше. Ну, очевидно, был на Эмбере, да. Да, конечно, на Эмбере. Да, на Эмбере. Эмбер. На Эмбере просто играйте, и все, винрейт будет расти.
И переходим к хайлайту вечера. Скажу, Rampage Боюсь представить, что там делал. скажу, Rampage тут не будет, но здесь будет классное дожирание. Вот каждый last hit будет взят. Но у меня 5 килл забрали, наверное, я уже не помню. Ну, райт-кликнул, класс. Меня очень сильно съел. Хорошо сыграл. Кнопку... Но не дотянул пятого героя. Правую кнопку нажал, в принципе. Но не Rampage. Но не Rampage. Но не Rampage. Как сложилась бы драка на нынешнем патче? Ну, клопа бы загонимчика дала пару кортиков, как будто сдохли бы все. На 14-м думаешь прям? Ну да, а чё? Ну а чё? Ну задашь. А ты когда берешь? Аганем? Прям рашишь? Да. Ну, Прям вот видел я, как ты рашишь Аганем. на 12 стабильно. Да-да. Талант на 15 еще взять, чтобы дротик 3 остался. Это я видел. Не, у меня дротик 1 будет. Мы посмотрели сегодня очень много хайлайтов мидеров. Пишите в комментариях, какой ваш любимый хайлайт. И мы обязательно посмотрим его еще раз. До скорой встречи. Пока.